Rockstar Games выпустили второй трейлер GTA 6, который менее чем за неделю набрал немыслимые 100 плюс миллионов просмотров на YouTube. И Rockstar вновь очень сильно подогрели интерес к GTA 6. Ведь в этом трейлере они показали прям очень много разного интересного контента и то, как будет выглядеть самая лучшая игра на планете, без преувеличений. Да, без геймплея, но зато с реальными кадрами игры, от которых мурашки пробежали по коже. Я решил сделать детальный разбор данного трейлера, чтобы максимально рассмотреть интересные моменты данной игры. Устраивайтесь поудобнее и давайте приступим. Самая первая сцена демонстрирует просто невероятную картинку. Очень красивый вид, просто какая-то безумная детализация мира. Очень много разного рода объектов на суше, на воде и даже в воздухе. Данной сценой Rockstar сразу дают понять, каких масштабов будет игра. В следующей сцене мы видим одного из главных героев, который латает крышу. Также обратите внимание на количество разных объектов вокруг. Первая живность в кадре — это какая-то ящерица, а это старое авто, вероятно, принадлежит главному герою. Обратите внимание на детали на транспорте. Ржавчина, выцветшая краска, грязные хромированные элементы и многое другое. Здесь отлично видно степень загрязнения пикапа, различные брызги, капли, грязь разного вида на кузове и стеклах автомобиля. И также видно плохое состояние лакокрасочного покрытия у старого авто в стороне. У человека, что идет в сторону камеры, тапок следует за ногой, прямо как в реальной жизни. Невероятная деталь, вы где-нибудь видели такое ранее? Помимо этого, рубашка колышется от движений и ветра. Джейсон спускается по лестнице. Обратите внимание на тело, оно мокрое от пота. Этот пот играет на солнце и выглядит очень естественно. Мышцы, они как настоящие, выглядят очень круто. Цепочка на шее имеет свою физику и реагирует на положение тела, на котором она находится. Здесь снова видно, как движется рубашка, а также можно легко обнаружить енота, который пытается забраться в мусорный бак. Вероятно, в игре будет очень много разных животных, и возможно с ними даже можно будет взаимодействовать. В этой сцене крупным планом показывают Джейсона. Обратите внимание на его мускулатуру. Легко заметить, как во время движений под кожей двигаются мышцы. И в целом по его телосложению я могу предположить, что в игру вернется качалка, в которой можно будет прокачивать главных героев. И обратите внимание на окна, в которых отчетливо видно отражение растительности. В следующем кадре видно огромное количество разного рода деталей. Красивые домики, много растительности, какие-то камни у заборов, много столбов и проводов. Все это очень сильно насыщает картину в целом. На заднем плане за пикапом видно лужу и следы от шин. В луже можно заметить отражение реального мира. В следующей сцене Джейсон заходит в дом, и на его коже отлично видны капли и подтеки пота. Также видно то, как работают мышцы на его руке. И это просто безумие. Насколько все это детализировано. Джейсон едет на своей машине, и данная сцена демонстрирует много визуальных эффектов. Отражения, они везде. Обратите внимание на лобовое стекло, в нем отражается часть панелей из-за падающего под определенным углом солнца. Стекло за Джейсоном также отражает разные детали. Боковые стекла в машине опущены, и в них тоже есть отражение. Боковые зеркала заднего вида также отражают все, что в них попадает. Зеркало по центру аналогично. Да что там зеркала, часы и очки Джейсона тоже отражают мир игры. У меня просто нет слов от того, насколько это все круто выглядит. Машина Джейсона проезжает мимо соседнего авто, в кадр попадает блик от соседнего транспорта, что дает шикарный эффект. С Джейсоном здоровается блондинка в розовом. У меня сразу возникли мысли, что здесь спрятана пасхалка на персонажа из GTA 4, Грейси Анчелотти. Взгляните на арт из GTA 4, и вот ее авто в четверке. Конечно, возможно, это совпадение, но зная Rockstar, они вполне могли сделать такую пасхалку. Плюс здесь явно видно, что дама уже в возрасте. Как раз после действий GTA 4 прошло уже достаточно много времени. В общем, напишите в комментарии, что думаете на данный счет. В следующей сцене Джейсон раздает по щам потлатому парню, у которого на голове много косичек, и обратите внимание, как эффектно они двигаются. После чего Джейсон открывает кассу, и тут я сперва сразу и не заметил одну важную деталь. Обратите внимание на монеты, когда Джейсон выдвинул нижнюю часть кассы. Монеты двигаются по инерции. Блин, это такая мелочь, но даже тут Rockstar не оставили это без внимания. В следующей сцене Джейсон куда-то едет на авто, и смотрите, насколько все живое вокруг. Слева работают дорожные службы, на обочинах есть мусор, кто-то везет свой гидроцикл, прямо пикап с людьми в кузове. Вероятно, это реднеки. И что немаловажно, скорее всего, теперь можно будет возить людей в кузове пикапов. В воздухе можно заметить один самолет вдали и один пролетающий прямо перед игроком с логотипом компании Fly US. Крупным планом видно указатели, на которых можно увидеть Vice City International Airport, район Амброзия, Даунтаун, Саутсайд и так далее. В следующей
сцене Джейсон занимается спортом на пляже Вайс-Сити. Обратите внимание на растительность на теле, как падает свет и как она подсвечивается. Еще стоит обратить внимание на песок. Вот здесь хорошо видно, как песок приминается от шагов, а также видно, как песок летит от кроссовок. Джейсон в магазине купил упаковку пивка и идет на улицу. Бутылки в упаковке покачиваются, а вслед за бутылками плещется жидкость внутри. И не просто хаотично, а строго повторяет движение Джейсона. Справа на банкомате сидит котик. Джейсон вышел к своему авто, посмотрите на этот кадр. Насколько это натурально выглядит. В следующем кадре Джейсон едет на авто, и это просто будто видео из реальной жизни. Насколько все выглядит натурально. Копы прессуют каких-то людей, и тут я заметил копа-женщину. В GTA 5 были разве копы-женщины? Напишите об этом в комментариях. В следующей сцене Джейсон приходит в тюрьму встретить Люсию. Он разговаривает с сотрудником тюрьмы и последний спрашивает, не видел ли он ранее Джейсона. На что тот отвечает, что возможно. Что бы это могло значить? Может, Джейсон сам отбывал наказание в этой тюрьме, или же он был военным и как-то мог взаимодействовать с данным сотрудником. Это остается пока без ответа. В новом кадре Люсия выходит из тюрьмы. Обратите внимание на ее супер детализированное лицо. Волосы — это что-то невероятное. От локона видно, как падает тень на лицо. Просто нет слов. У Джейсона на футболке красуется надпись «Леонида Морской центр», а на спине слоган «Пусть царит свобода». Вероятно, это напоминание о военном прошлом данного героя. И здесь немаловажный момент – физика тел, внимание на пятую точку. Все двигается как и должно, и это очень приятная мелочь. Ну а сразу после постельной сцены показывают ограбление банка. О том, что это банк, подсказывает заставка на мониторе. Позже наши герои попивают пивко, и вы только посмотрите на это пиво. На эти бутылки, как пиво плещется внутри, какая пена и пузырьки. Аж самому пива захотелось. Следующий кадр — шикарный вид, очень красивое окружение. Закат, много различных деталей на фоне. Вдалеке много лодок и каких-то прочих объектов. На воде плавают уточки и этот божественный закат. Просто 10 из 10. Темный ангар, люди что-то грузят в самолет Додо. Судя по всему, один из них Джейсон, по крайней мере очень похож. В следующей сцене мы видим, как проводятся общественные работы, и судя по кулону с цепочкой, одна из женщин — это Люсия. В следующей сцене как раз можно сравнить кулон на шее. И да, все сходится, это именно она. Вероятно, это место — жилище главных героев, и в качестве домашнего животного у них змея. Далее идет сцена в баре. Обратите внимание на бутылки в холодильнике и как круто отражается свет от них, но на заднем плане наши главные герои уж как-то не очень качественно выглядят. Возможно, это из-за света или из-за того, что они далеко, или быть может что-то еще. Что думаете вы, плохо ли они тут выглядят или нет? В следующей сцене они выглядят уже хорошо. И тут вновь в деле бутылочная физика. Во-первых, когда Джейсон ставит ее на стойку и отпускает, сама бутылка покачивается. Внутри плещется жидкость, а через эту бутылку видно окружение. В общем, такие мелочи — это взрыв мозга. Ну и конечно же физика тел во всей ее красе. Здесь Джейсон стреляет с пассажирского сидения. Справа видно пальмы и неоновые огни. Мне кажется, что это дорога перед пляжем, где все отели, в том числе и Ocean View. По огням мне кажется, что это именно то место. Далее идет сцена, где Джейсон толкает на машину другого человека. При этом я не сразу разглядел, что это именно Джейсон. Здесь он с более длинными волосами, и как мне показалось, тут он более худой. А это значит, что система кастомизации героев будет на достаточно высоком уровне, я думаю, не хуже, чем в RDR 2. И возможно, это какой-то ранний этап жизни героя. В следующей сцене Люсия бьет какого-то мужика ногой, и судя по окружению, это ринг и, вероятно, какие-то нелегальные бои. После есть очень интересная сцена погони и взрыва автомобилей, в которой очень крутые эффекты взрыва. Неясно, будет ли то же самое в игре. Сцена очень короткая, я всячески пытался рассмотреть повреждения транспорта, и вроде как они есть. От авто отлетает очень много мелких деталей, дверь сбоку вогнута вовнутрь, но больше понять по одной лишь сцене довольно сложно. Сцена в самолете, где Люсия прыгает на женщину в зеленой жилетке, и они обе чуть не выпадают из самолета. Очевидно, что будет какая-то миссия с самолетом. Сцена с пикапом и сейфом, прямая отсылка на Форсаж 5. Здесь видно, как сейф оставляет следы на асфальте и высекает искры и прочие частицы. Выглядит очень эффектно. Дневная сцена, где много различных спортивных авто, многие из которых мы уже видели в GTA 5. Много разных людей, среди которых каждый делает что-то уникальное. Интересно, насколько много подобных моментов будет в игре. Дальше по данной улице, я думаю, расположен отель Ocean View. Сцена с танцовщицами на крышах. Вероятно, это место и есть отель Ocean View, если судить по артам с официального сайта Rockstar Games. В этой сцене сразу много разных интересных моментов.
Слева лежит перевернутая картина. Обратите внимание, как же круто отражается окружение и телек в стекле, будто это настоящие отражения. Около телека можно заметить консоль, похожую на PS5, а на столе лежит геймпад от нее. За окном ходит чайка и явно наблюдает за нами. На столе стоит 2 бутылки пива. Обратите внимание, как через бутылку видно все окружение, а вторую, судя по всему, только открыли. И вы только посмотрите на эти пузырьки конденсат снаружи. Просто безумие. По ТВ идет реклама Feel Emulations. И здесь все, кто играл в оригинальную Vice City, конечно же, озадачились. Неужели это тот самый Фил Кэссиди из GTA Vice City? И здесь точного ответа нет, ведь в оригинальной Vice City Фил лишился левой руки. Также действия Vice City происходили в 1984 году, и в то время Фил внешне как минимум 30 лет. Если действия GTA 6 происходят в 2026 году, то Филу Кэссиди в этом времени было бы как минимум в районе 70 лет, а этот парень явно выглядит моложе. Самый правдоподобный вариант это то, что это сын Фила Кэссиди, и он занимается семейным бизнесом. Это наиболее логичный вариант. В следующей сцене Люсия возвращается с общественных работ, и с этого ракурса на столе можно заметить второй геймпад. Вероятно, можно будет играть в консоль со вторым персонажем. В этой сцене мы видим военный вертолет, который преследует лодку на болотах. Судя по местности, это район Grass Rivers. На месте стрелка, скорее всего, Брайан Хедер, а управляет вертолетом Джейсон. Здесь Rockstar демонстрирует всю красоту солнечного Vice City. Очень красивое небо, вода, много объектов в кадре, красивые брызги воды и супер реалистичный блеск на главных героях. Сцена мотоцикл с самолетом, в целом очень красивый кадр. Самолет пролетает прямо над главным героем, и вы только посмотрите на эту детализацию мотоцикла. Это будто реальное видео, а не игра. В следующей сцене мы видим попытку угона какой-то спортивной машины прямо из трейлера. Люсия прыгает на ходу на прицеп, при этом мотоцикл падает и с него летит много мелких кусочков. Но это еще не самое интересное. Обратите внимание на табличку номера прицепа. Здесь хоть и очень плохо, но легко угадывается силуэт Liberty City, и это становится уже очень интересно. Сцена перестрелки с полицейским вертолетом. На лодке все так же наши главные герои. Люсия отстреливается, а Джейсон управляет лодкой. В данном кадре очередная заварушка. Судя по всему, Джейсон на мотоцикле. Впереди бандиты, а кабриолет это Люсия. Судя по вывеске, справа это район Порт Гелхорн. Впереди видно указатели Вайсдейл Кантри и Мариана Кантри. Очевидно, это какие-то районы карты. Впереди на стоп-кадре видны следы от пуль на асфальте. Но все же тут непонятно до конца, будут ли оставаться отверстия от пуль в асфальте или же нет. Если будут, то это, конечно, будет супер реалистично. Следующий кадр показывает, как Джейсон прыгает в машину к Люсии. Очередная отсылка в стиле последних частей Форсажа. Также в этой сцене есть интересная отсылка на популярного стримера iShowSpeed. На этом баннере написано Watkins Auto Parts. Настоящее имя iShowSpeed Даррен Джейсон Уоткинс младший. И Watkins Auto Parts это настоящая компания, которую основал прадед стримера. Об этом рассказал его отец на стриме, когда Спид смотрел трейлер GTA 6. Чат написал тайм-код с данной пасхалкой, он это увидел и позвонил отцу. А тот в свою очередь рассказал историю создания данной компании. Но до конца не ясно, сделали это Rockstar случайно или же специально решили упомянуть фамилию стримера. В целом это и есть весь второй трейлер. Я постарался подчеркнуть самые интересные и важные, на мой взгляд, моменты. Если я что-то упустил, то обязательно напишите об этом в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Ну а теперь о моих впечатлениях о данном трейлере. Сказать, что я впечатлен, это ничего не сказать. Если точнее, то я в диком восторге. Честно, я не думал, что современные игры смогут меня по-настоящему чем-то удивить. Но GTA 6 это удалось. На мой взгляд, все очень и очень хорошо. Нам показали то, чего мы ждали долгое время. Мой восторг и удивление я могу сравнить с релизом 4 после San Andreas. San Andreas, конечно, это хорошая игра, но вспомните, какой революционной, казалось, и была 4 после San Andreas. И примерно то же самое и тут. И даже это чувство ожидания и восторга в этот раз сильнее. И немаловажный момент, все, что мы увидели, записано на консоли. А представьте, что будет на ПК. Спасибо, что смотрели данное видео. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео по GTA 6. Отдельный респект плюс получают вот эти ребята, и большая благодарность вот этим ребятам с Boosty за их поддержку. Если хочешь попасть в этот список, то вперед на Boosty. На этом у меня все. Увидимся в новых видео.